Всем добрый вечер. Возле этого жаркого Атрушана, который горит так необычно, удивительно, волшебно горит, хочу сказать вступительное слово по поводу ритуала, который хочу вам подарить. Точнее, по поводу заговора. Этот заговор мне давно, может, лет 15 назад, может, больше, где-то так, 15-16 лет назад, подарила, отдала, вручила, как хотите, казачка, которую звали Алевтина. Она подарила мне этот ритуал, этот заговор, извиняюсь, и рассказала историю этого заговора. Дело в том, что этот заговор ее семейный. Но поскольку у нее только снохи, они попались ей не очень-то достойные, никчемные, и она не посчитала нужным с ними особо контактировать и дарить им эти заговоры. Сказала, если мои сыновья найдут себе более достойных жен, я тогда им подарю этот заговор, потому что этот заговор нужно заслужить. Этот заговор бабы Авдотьи. Дело в том, что заговор этот получила ее бабушка во время войны. У бабушки было 7 детей. Муж ушел на фронт, погиб сразу же в первые месяцы войны. Свекор погиб. Практически все мужчины их семьи друг за другом ушли на фронт, погибли. И женщины с детьми остались без помощи мужчин. Некогда зажиточная семья, богатая семья оказалась на грани нищеты. Уже ходили побираться дети, чтобы что-нибудь поесть. До такой степени была безысходность во время войны. И тут их бабушка заметила, что соседка, которая была в таком же положении, в принципе, как и все женщины в то время практически, что она начала как-то жить лучше, сытнее. Откуда ни возьмись, у нее какой-то маленький доход появился, что она нашла какие-то семена, то ей принесли. То есть она начала более-менее сытно жить и детей кормить. Даже нашла где-то лекарство какое-то, которое помогло ее дочери встать на ноги. Та очень сильно болела и не хватало витаминов в то время. И она как бы поинтересовалась, спросила. Эта женщина все отрицала. Напрочь сказала, что глупости какие-то, просто она старается. У нее же дети, детей надо поднимать, и никаких тут секретов, тайн нету. И тогда бабушка Алевтины заплакала. Заплакала от безысходности, от того, что не знает, что делать. Уж чуть детей вешайся, наложи на себя руки. Чем детей кормить, что делать? Вот их как-нибудь обманываю. Но это же недолго так продлится. Уж лучше умереть, чем хоронить своих детей друг за другом, сказала она, заплакала, попрощалась с соседкой и ушла. И, видимо, соседку замучила совесть. Она думала, передумывала и посреди ночи постучалась в двери к ней. Постучалась к ней в двери и сказала: хорошо, я тебе скажу, в чем причина, что я держусь и выживаю вместе с детьми, но поклянись, что ты никому не скажешь. Потому что если много народу об этом узнает,
то баба Авдотья на меня разозлится. Она сказала, что она дает только тем, кто это заслуживает. Ну, видимо, та тоже считала, что не все люди заслуживают помощи и спасения. Видимо, она испытала на себе людскую благодарность, да, в кавычках. Это потом выяснилось, откуда этот секрет. И соседка ей протянула текст. Она сказала: читай это утром, как встаешь, и читай перед сном. Каждый день. И постепенно у тебя появится возможность выживать. Это мне дала баба Авдотья, сказала она. Позже, через некоторое время, через несколько лет, и после войны ее бабушка узнала, что была некая Авдотья, которая заговаривала от пуль, которые привозили раненых, когда до госпиталя было далеко. Она заговаривала, останавливала кровь, чтобы человека успели отвезти в эту медсанчасть и спасти. И звали эту женщину Авдотья. Она сказала, что она дала слово, что она поможет народу пережить войну. Я же вам говорю, что ведьмы не просто так рождаются, приходят именно в тот век, когда они должны прийти. Они помогают огромному количеству людей выжить. И когда их миссия уже завершена, они уходят. И она сказала, что она поможет народу пережить этот ужас, продлит роды, ну и роды, если, продолжение людей, чтобы они не закончились, не прервались. И после, когда все закончится, она уйдет на покой, потому что была старенькая. И после того, как война закончилась, на следующий год Авдотья померла. А ее заговор живет до сих пор. Так вот, этот заговор нужно читать, как только вы просыпаетесь, еще не умылись, ничего, не побрились, не умылись. Читать и перед сном, когда вы уже точно собираетесь лечь спать. Ну, даже если вы после этого будете в WhatsApp сидеть или смотреть фильм какой-нибудь, в любом случае вы решили, что вы отходите ко сну, других работ у вас не будет, прочитайте перед сном. И вы увидите, как из ниоткуда появится возможность выжить в трудной ситуации. Ну, например, как она рассказала, фрицы установили определенную, проходимость людей, определенные условия. Нужно было брать разрешение, чтобы пройти от одного города в другой, сказать, для чего ты едешь. Часто не пускали, потому что у каждого был свой лимит, сколько раз можно пройти в один город или другой. Очень напоминает сегодняшнее наше время, не так ли? Кроме всего прочего, нужно было где-то найти семена, тогда было это очень непросто, сажать культуры, чтобы кормить детей. И вот так получилось, что когда бабушка Алевтина начала читать, ее словно не замечали, не видели. Ее начали пропускать через все эти таможни, все эти пункты проходные, через все эти запреты. То есть она подходила, спрашивала, что ей нужно ехать, и ею там рукой показывали, что, мол, иди, не задерживай людей, проходи, ничего не надо показывать. Это первое, что она заметила. После сосед, который умирал, почему-то решил, он был смертельно болен, решил, что лучше всего, если он свой скот передаст бабушке Алевтины. И ночью, значит, привел к ней лошадь и корову. Корова стала для них кормилицей. После из ниоткуда появилась какая-то помощь. Мужчина решил, что у него много детей, и решил поделиться припасами. Это было просто чудо во время войны, понимаете? Если сейчас вы это слышите и думаете, ну, добрые дела, что здесь такого чудесного особо. Но в то время, во время войны, когда люди ели своих детей, чтобы выжить, такие поступки были просто чудом.
И я понимаю, как работал этот ритуал. Опять ритуал. Ну, видимо, это ритуальный заговор. Поэтому все время так выскакивает. Он просто внушал с помощью этих духов, внушал людям помочь этой семье. Все, кто вокруг этой семьи, и со всех сторон старались этой семье помочь. Кто хоть чем. Хотя им, по сути, если так подумать, это было совершенно не нужно. Но они это делали. Какая-то сила их просто как бы толкала на вот эти поступки. И вот таким образом ее бабушка смогла этих детей прокормить. Они смогли пережить войну. И этот заговор она передавала своей дочке, внучке для таких трудных времен. Что когда, если наступят трудные времена, обязательно читайте. И она сказала, что она так выжила в 90-е годы, что она так выжила в самые такие тяжелые моменты в своей жизни, когда ей с детьми идти было некуда и прочее, прочее. Из ниоткуда приходила помощь, и человек выживал. Этот заговор может помочь от пуль, то есть защитить, от грабежа, от разорения. И со всех сторон вы начнете чувствовать помощь, которая к вам стекается. Итак, заговор бабы Авдотьи. Я сейчас поднимусь домой и дома начитаю этот заговор для вас. И хочу вам сказать, что моей семье, мне лично, он тоже очень много помог. Еще в 90-е годы, трудные годы, я уже вам говорила, что тайком от родителей иногда начитывала заговоры для того, чтобы им было не трудно и не тяжело. Зарплату не платили, очень было непросто выживать. Вот этот заговор один из тех заговоров, которые помогали и мне, и моей семье лично, в том числе выжить в 90-е годы. Потому что тогда я была подростком, скажем так, особых заработков у меня не могло быть, но как могла своим родителям я помогала своим колдовством, которое я еще не понимала, что это колдовство, но я знала, что я это могу, умею, делаю, и вот это получалось. Итак, начнем. Кого б біда любила, а мене б минуло. За ким бо бідність йшла, мене б минуло. Хто плаче, хто ніє, а я багатію. А я живу, як пан, серед холопів. Мене мінє куля і меч, вогонь і вода, сума та в'язниця. Кому рахувати гроші, а мені золото лопатою веслувати, а мені кататися, як сир у маслі. Важкі часи для інших, а для мене багата частка. Так мо буде, і буде так, заклинаю. Кого б біда любила, а мене б минуло. За ким бо бідність йшла, мене б минуло. Хто плаче, хто ніє, а я багатію. А я живу, як пан, серед холопів. Мене мінє куля і меч, вогонь і вода, сума та в'язниця. Кому рахувати гроші, а мені золото лопатою веслувати, а мені кататися, як сир у маслі. Важкі часи для інших, а для мене багата частка. Так мо буде, і буде так, заклинаю. Кого б біда любила, а мене б минуло. За ким бо бідність йшла, мене б минуло. Хто плаче, хто ніє, а я багатію.
А я живу як пан, серед холопів. Мене мінє куля і меч, вогонь і вода, сума та в'язниця. Кому рахувати гроші, а мені золото лопатою веслувати, а мені кататися, як сир у маслі. Важкі часи для інших, а для мене багата частка. Так мо буде. І буде так. Заклинаю.